Всем привет! Сегодня, как я обещала, расскажу и покажу, как можно делать сеточку с помощью перламутровой эмали Дали. Именно Дали, потому что другие я пробовала, они не подходят. Для эксперимента у меня уже готовы некоторые краски, которые я буду использовать. И уже на примере белой краски фоновой я покажу, как я развожу медиум. За основу я уже беру стандартный базовый медиум из клея ПВА, акрилового лака и воды. С соотношением 2 части ПВА, 1 часть акрилового лака и 1 часть воды. Можно использовать обычный клей ПВА и воду. Акриловый лак не обязательно, но обязательно я вот кладу кондиционер для краски Резинарт. Мне понравилось данный кондиционер тем, что в нем находится настоящая акриловая дисперсия. Она будет помогать нашей перламутровой эмали намного быстрее взаимодействовать с медиумом, тем самым, что такая же акриловая дисперсия хорошего качества именно в самой эмали Дали быстрее взаимодействует с этой акриловой дисперсией, и она быстрее тонет. Ну, скажем так, я заметила именно такую тенденцию. В свой базовый медиум я залила где-то 1/5 часть кондиционера для краски. Далее мы размешиваем наш готовый медиум со всеми красками, которые мы будем использовать для композиции. Сразу скажу, что я не первооткрыватель. В описании я добавлю ссылочку на Пронарса Ольга, очень милая женщина. Она открыла эту эмаль, экспериментировала с ней и пыталась заменить Flat Roll для активатора. Вы можете у нее посмотреть тоже все эксперименты. Она экспериментировала совершенно со всей линейкой. Вот я по ее совету приобрела именно такой Дали. Эмаль Дали жемчужную. Вообще там линейка более расширенная, есть бронза, есть серебряная, но мне понравилась именно жемчужная, потому что я взяла бронзу, и лично у меня почему-то она не очень сильно работает. Вполне возможно, что она не такая тяжелая, как она должна быть. Пока что для меня это не сильно понятно, почему она так не работает. Но в любом случае можете пользоваться. Обязательно перейдите на Ольгу Пронарса, и вы можете посмотреть всю линейку Дали, которой пользуется она. И она, кстати, чуть по-другому ей пользуется. Вот. Мы сегодня попробуем посмотреть разные варианты, как можно пользоваться этой перламутровой эмалью за место флейт-ролла. Сразу скажу, что я не во всем не совсем довольна, потому что сама эмаль имеет хрупкую конструкцию. В ее состав входят высококачественные акриловые дисперсии, перламутровые пигменты, специальные добавки и вода. То есть там нет ничего такого тянущегося, как во флейт-ролле, для того, чтобы сама сеточка была такая достаточно гибкая. Она не гибкая и достаточно хрупкая. Эмаль я использую в чистом виде, ни с чем ее не разбавляю. Вот сейчас мы будем пробовать слайп. Я добавила все краски, которые бы я хотела использовать, и сейчас буду добавлять саму эмаль. Самое главное в работе, кстати, с флейт-роллом и с перламутровой эмалью стараться сделать слайп таким образом, чтобы образовалась тонкая линия. Чем тоньше вы сделаете эту линию, тем более структурнее у вас появится сеточка. Вот я тут, видите, стараюсь сделать сеточку, и очень большое количество эмали осталось именно наверху. Ее нужно было бы сделать немножечко потоньше. А сейчас я покажу, как можно это сделать. Можно сделать это в разных композициях с помощью мастихина. Мастихином я возьму и проведу такие маленькие дорожки, в которых, кстати, намного интереснее и симпатичнее получилась сама сеточка. Вот. Но на самом деле я не пытаюсь сделать как-то красиво, потому что у нас сегодня эксперимент, я просто показываю, причем я показываю спайп, для того, чтобы вы увидели, что на самом деле в ней есть определенные изъяны, ну, скажем так, мне так кажется. Но обязательно есть смысл пробовать и баловаться. Мало ли, может быть, я что-то упустила, и у кого-то это реально получится намного лучше.
принципе, эту эмаль можно назвать некоторым отечественным аналогом флейт-ролла с некоторыми поправками. У этого продукта, скажем так, у этого инструмента есть явные ограничения, с которыми я работаю, и мне, в принципе, эти ограничения не мешают. Их просто нужно знать и с ними работать. Вот я сейчас пытаюсь как-то подвигать, скажем так, этот свайп, и вот по нему видно, что он начинает как-то разрушаться и искажаться, что мне, конечно же, не нравится. Flight Roll так не делает. Ну, либо у меня так получалось именно с Flight Roll, что он так не играл гармошкой. Поэтому лично для себя я свайп исключила именно с этой перламутровой эмалью. Но нужно просто знать и понимать, что сеточка хрупкая, а это значит, желательно делать такие композиции, при которых не надо как-то двигать и в разные стороны именно саму композицию. Например, как я делала на рисунки с цветами, то есть кустики, там сами цветки, получилась красивая фигурная сеточка, и при этом я эту композицию уже не двигала направо или налево, именно поэтому там все первозданно, все осталось, и нет никаких таких-то определенных разводов. Или, допустим, я делала на спиннере, я тоже добавляла эту перламутровую эмаль, хоть я там работала и с флейт-роллом, но по большей части именно красивую такую золотую нить мне делала именно перламутровая эмаль. В принципе, вот как раз-таки я сейчас и буду делать что-то вроде типа цветка, как бы по типу Bloom, но это на самом деле это не Bloom, потому что вообще на самом деле настоящая Bloom делается совершенно с другим медиумом, совершенно отличающимся с тем, которым работаем мы. Там нет ПВА, там более такие качественные строительные материалы, и это не Bloom, это, скажем так, попытка сделать шеллиард Bloom вот, из тех средств, которые у нас есть, которые имеют явные ограничения. А сейчас я, кстати, показываю еще один способ нанесения свайпа. Он, кстати, мне кажется, самый интересный способ. На мастихин мы кладем сначала перламутровую эмаль, тоже достаточно тонко, и уже на эту перламутровую эмаль добавляю определенные краски, которые бы я хотела добавить осторожно, потому что эта композиция может и рухнуть, поэтому мы не перебарщиваем, а такую делаем маленькую тонкую линию, и этим мастихином начинаем проводить. Так, бах, провели, и смотрите, у нас именно этим способом получается такая тонкая пелена, где сразу делается красивая сеточка. А сейчас мы будем стараться делать что-то по типу Bloom, скажем так, псевдо-Bloom. Для таких композиций я всегда беру такие, скажем так, схожие цвета. Вообще, в принципе, во флюид-арте, но это лично мое мнение, я всегда беру какие-то схожие цвета, которые гармонично с собой связываются. Потому что вот эти цветастые вещи, где там есть и красный, и синий, и желтый, и зеленый, и фиолетовый, ну то есть практически вся палитра, она даже логически не сможет сделаться красивым. У кого-то делается красивым, но мне кажется, в этот момент это идет больший процент именно на удаче, чем контроль того, что ты делаешь. Вот в данном случае у меня, допустим, 3 цвета, которые гармонично друг с другом сочетаются, и когда я сейчас буду сдувать саму эмаль, вы увидите, что цвет, в принципе, он гармоничный, и он, скажем так, еще и переливается друг с другом. То есть этот один цвет входит в другой, и при этом они не состязаются, перебирая на себя какой-то определенный диапазон внимания, а, скажем так, гармонично друг друга дополняют. Ну, мне не понравился этот цветочек, что я сделала. Я сейчас его немножечко, наверное, солью. Вот, и постараюсь сделать еще один. Кстати говоря, если нет желания, во-первых, долго искать и ждать, пока эмаль осядет, или вы видите, что она не оседает, а хочется еще больше каких-то сеточки, то можно подуть с помощью трубочки. В общем, сливаем эту композицию для того, чтобы себе организовать маленькое местечко для нового цветка, псевдо-блум.
И сделаем еще одну попытку. Вообще, конечно, правильнее бы было с самого начала белый фон залить полностью все полотно. Тогда бы и все и двигалось, ну, скажем так, живее. Вот, я это не сделала, но, в принципе, я могу сказать под честное слово, что даже с этим сеточка все равно двигается не самым лучшим образом. Вот, ну, в общем, сейчас мы еще раз попробуем сделать что-то похожее на блум, цветочек. Ну, кстати, вот видите, какие цвета хорошо сочетаемые. Мне кажется, это вообще самое лучшее сочетание, которое я вообще видела и делала. Они прям переливаются друг с другом, и один входит в другой, и еще вот этот черненький, точнее не черненький, а серый пейнт, который дает тени. Это такую красивую композицию делают просто сами цвета. Если бы я взяла другие цвета, то и сеточка бы не очень даже смотрелась. В общем, делаем мы еще один дубль, еще один шанс сделать что-то наподобие блум. Кстати говоря, по поводу красок, здесь я использую полностью совершенно все акриловые краски. По поводу строительных красок, ну, я ничего не могу сказать, но вообще, по идее, должно работать и действовать. Потому что взаимодействие, скажем так, быстрый осадок нам дает именно сам кондиционер для краски, который можно также использовать и со строительной краской. Вот, но я со строительными красками, скажем так, начинала, пробовала, но сейчас я с ними не работаю, потому что это и много мороки. Это, во-первых, а во-вторых, ну, все-таки акриловые краски, они дают намного яркие цвета и намного больше возможностей для работы с картинами. Вот такой у нас красивый маленький цветочек получился. Хотя я на самом деле сейчас немножечко слукавила. Саму белую краску иногда в некоторых своих рецептах я использую. И, конечно же, в блуме, в настоящем блуме, там практически все это строительные компоненты, но кроме этих акриловых красок, которые добавляются, там медиум в принципе состоит из всех строительных красок. В общем, еще одна попытка подвигать композицию для того, чтобы посмотреть, как там сеточка будет двигаться. Во-первых, когда вы сразу сдуваете, это, кстати, не только с перламутровой эмалью, это еще и с флайт-роллом. Как только вы сдуваете сеточку, эта сеточка настолько прибивается, что когда вы начинаете двигать композицию, нужно еще время, чтобы оно, скажем так, разболталось, и вы смогли свободно подвигать эту композицию. Сейчас мы еще попробуем сделать что-то типа кустика, как я делала на цветках. Для того, чтобы сделать такой определенный кустик, нам нужно сделать несколько сдуваемых композиций, я не знаю, как это правильно даже сказать, несколько сдуваемых лужиц, которые будут чередоваться друг с другом и внахлёст. А затем мастихином мы будем просто пририсовывать что-то типа в виде кустиков, что-то в виде листиков. Вот, и пока можно наблюдать, как я там делаю попытки сделать кустик, хотела вам предложить все свои вопросы, какие у вас есть, интересующиеся по флюид-арту, вы можете оставить под этим видео. Я буду их собирать, и я хочу сделать что-то подобную рубрику «Ответы на вопросы». Я заметила, что очень часто бывают вопросы по поводу силикона, а именно сколько силикона в том либо ином компоненте. Вот, поэтому я, допустим, поняла точно и наверняка, что есть смысл дать ответ на вопрос о том, что такое активатор, что такое, допустим, тот же самый флейт-ролл, для того, чтобы было некоторое понимание, насколько на самом деле инструменты бывают очень различные.
ответ дать в 2-3 предложений под постом всегда это достаточно сложно. Поэтому желательно сделать более какое-то обширное знание, обширное понимание, обширный ответ на интересующий вопрос. И, в принципе, я могла бы это сделать. Насколько вам это будет интересно, насколько у вас есть вопросы, пожалуйста, все вопросы пишите под этим постом. Я отвечу улыбочкой под постом, но эти вопросы соберу и буду делать в дальнейшем видео. Не скажу, что я это сделаю, конечно, сразу, но сделаю. Сразу извиняюсь, если что-то с озвучкой не так, потому что я стараюсь это делать очень тихо. И, скажем так, впервые, может быть, во второй раз вообще озвучиваю видео. Ребенок спит недалеко, поэтому я очень-очень тихо разговариваю. Поэтому сразу извиняюсь. Вообще, возвращаясь к теме вопросов, на самом деле вопросы можно задавать совершенно разные. Вообще можно даже сделать что-то наподобие экскурса самого начала, а именно, допустим, в чем заключается вообще теория цвета, да, какие цвета более сочетаемые, почему желательно не добавлять сразу там большое количество цветов, какие цвета с чем смешиваются, почему образуется грязь. Ну и, в общем, многие вопросы. Любой вопрос можно задавать, даже если кажется, что он на самом деле этот вопрос какой-то глупый и неинтересный. Если есть вопрос, значит ничего глупого, неинтересного нет. Можно задавать, можно делать. Вот на композиции, на рисунке я уже мастихином пытаюсь сделать какие-то определенные узорчики, да, и выстроить такую определенную нить, линию. В общем-то, я показала все те возможные способы, как можно использовать эту перламутровую эмаль за место флейт-ролла, активатора. И сейчас еще поздвигаю композицию для того, чтобы уже в итоге показать, что получается после того, как мы это все поздвигали и какой будет итог на результат. Да, это не флейт-ролл, но это большие возможности сделать какие-то другие композиции. Это дает достаточно большой диапазон возможностей. Да, будет не прям такая четкая, яркая сеточка, но в принципе результат мне нравится. Вот в приближенном варианте, вот они, та же самая сеточка. Я могу сказать, что на самом деле даже флейт-ролл не всегда делает хорошую сеточку. И не каждый флейт-ролл вообще-то делает сеточку. И за неимением этого самого флейт-ролла есть вот такой отечественный аналог в виде перламутровой эмали, который делает вот такие неплохие красивые узоры. И этой эмалью можно пользоваться в разных композициях. Главное помнить ее слабые стороны и принимать это во внимание. А так можно делать как фигурные какие-то определенные рисунки, как и полную абстракцию. В принципе, можно делать и свайп, особенно если этот свайп не надо сильно, скажем так, двигать. Ну, в принципе, здесь видно, мы двигали эту композицию. Да, в некоторых местах сеточка достаточно урывистая, да, где-то она скошенная, но, возможно, в некоторых местах это будет очень даже уместно. И, возможно, даже в этой абстракции это будет очень даже классно выглядеть. Воспользуюсь случаем и приглашу всех тех, кто смотрит это видео и на меня не подписан. Подписывайтесь, у нас тут весело и очень даже интересно. И напоследок покажу те работы, которые я уже делала с той эмалью, которую я показываю здесь. Это работа, она, кстати, есть у меня в ютубе, как я ее делала. Это очень старая работа, в которой также видна сеточка. Это, кстати говоря, одна из моих первых практически работ, может быть, там, прям очень ранних работ.
Последняя работа, и буду я с вами прощаться. Опять говорю, ставьте лайк. Кто не подписался, подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои работы. Всем пока, всем хорошего настроения.